Сегодня мы приготовим очень вкусный, очень быстрый и, безусловно, полезный для здоровья суп. Для супа беру один довольно крупный кабачок. Он весит 500 граммов. Кабачок нарезаю произвольными кусочками. Так как этот суп варится очень быстро, то я сразу же подготовлю, измельчу и другие овощи. Нарежу кубиками одну крупную луковицу. Одну морковь натру на крупной терке. Также любой суп обогатит и по вкусу, и по витаминам. Корень петрушки. Обязательно добавляйте его в суп. И ваш суп будет значительно вкуснее. Если нет под рукой корня петрушки, возьмите небольшой корень сельдерея. Также даст подобный эффект. 3-литровую кастрюлю ставлю разогревать на плите. Наливаю пару столовых ложек растительного масла для жарки. Высыпаю сюда измельченный лук и морковь. И пассерую их пару минут, помешивая. Не нужно долго жарить овощи, только легкая пассировка до появления характерного, приятного, аппетитного аромата. Дальше добавим сюда корень петрушки. И еще 1 минуту пассируем овощи вместе. Все очень просто, но супчик получится вкуснейший. Затем в кастрюлю высыпаю заранее измельченные кабачки. Дальше будем использовать ценнейший дар природы – красную чечевицу. Именно этот вид чечевицы варится быстрее всего, к тому же она легкая на кишечник и на желудок. Красная чечевица очень богата белком, понижает уровень сахара и холестерина в крови. 1 стакан чечевицы хорошо промоем под проточной водой. Хорошо промытую чечевицу высыпаю в кастрюлю к овощам и заливаю водой таким образом, чтобы она полностью покрыла все ингредиенты. Вода при этом у меня горячая. Вот так. Дальше будем варить суп 15 минут на небольшом огне после закипания. А сейчас я покажу, как я готовлю хрустящие и ароматные сухарики. Готовятся они при этом просто, быстро, экономно, и вам больше не захочется покупать сухари в магазине. Я беру 5 кусочков хлеба и нарезаю на небольшие кубики. Со стороной примерно 1,5 сантиметра. Дальше возьмем пакет или судочек и переложим сюда хлебушек. К хлебу добавим любимые ароматные, только натуральные приправы. 2 чайных ложки сухого молотого чеснока. 1 чайную ложку сладкой молотой паприки. И 1 чайную ложку прованских трав или орегано, на ваш выбор. Также понадобится 1/4 чайной ложки соли. Пакет сложим таким образом, чтобы он был как бы надутый, и хорошенько встряхнем, чтобы приправы распределились по хлебу равномерно. Как все замечательно пахнет! Теперь добавим сюда еще пару столовых ложек растительного масла для жарки. И опять встряхнем таким же способом. Сухарики можно поджарить
на сухой сковороде. Я буду запекать их в духовке. Для этого высыпаю сухари на противень с бумагой для выпечки. И распределяю по бумаге так, чтобы хлеб лежал в один слой. Будущую ароматную вкуснятину ставлю запекаться в духовку при температуре 190 градусов Цельсия или 380 градусов Фаренгейта. А здесь уже все готово. Теперь суп посолим по вкусу. Из приправ добавляю щепотку черного молотого перца, щепотку мускатного ореха. Он придаст особый аромат. Также я выливаю в суп 1 стакан сливок 200 мл. У меня сливки с минимальной жирностью, вы можете взять другие по своему вкусу. Также для особого сливочного аромата кладу в суп 5 граммов масла. Как только суп дошел до стадии кипения, я выключаю огонь на плите. Доведу до состояния пюре при помощи блендера. Суп-пюре получился нежнейшая нежность. Ну вот, хрустящие и ароматные сухарики также готовы. На режиме духовки с конвекцией они запекались около 12 минут. Я надеюсь, что этот вкусный суп, который я очень люблю, порадует и вас. Готовьте на здоровье и не забудьте подписаться на канал. Нажимайте колокольчик под видео, чтобы видеть и другие интересные рецепты. Спасибо за ваш лайк под видео и за ваше мнение в комментариях. А я желаю вам приятного аппетита, крепкого здоровья и мирного неба над головой. Мы с вами увидимся, как всегда, в следующем вкусном видео.